Всем привет! Мы сегодня снова выбрались покататься на лыжах. Ну как мы, Ваня с Мией катаются, конечно же, а я хожу с Себастьяном с коляской здесь по парковке, пока он спит. Ну а главное, что здесь солнечно, очень красиво, так что я тоже наслаждаюсь видами. Решила заодно записать вам видео, показать, что здесь, как, почему мы выбрали это место. Ну, собственно, оно просто ближайшее к нам, поэтому сюда приезжаем. Вот, покажу, как тут все выглядит. Может быть, кто-то тоже захочет сюда приехать к нам в гости. Мы всех ждем. Как я сказала, я тут вот хожу с коляской. Парковка идет вниз еще, вдоль улицы. И здесь вот такие красивые виды. По снегу с коляской, конечно, не очень удобно ходить. Именно поэтому я хожу здесь, где машины. Тут немного удобнее. Зато посмотрите, какая красота. В прошлый раз, когда мы приезжали, нас останавливали еще внизу, потому что здесь наверху, возле подъемников, мест уже не было для машин. Разворачивали все машины, чтобы парковались еще ниже, и потом дальше уже на автобусе добирались сюда. Вот. Но в этот раз мы попросили очень слезно, чтобы нас пропустили выше, потому что с младенцем неудобно на автобусе ехать. Нету часто, его нужно или кормить, переодеть. Это все, конечно, можно здесь сделать в кафе где-нибудь. Вот, но удобно, когда машина своя тоже здесь под боком есть, если вдруг спать уложить. Хотя, когда погода хорошая, мы, конечно, тут вот... Я хожу с коляской, он отлично спит в коляске у нас здесь. А вот здесь такой ресторанчик есть один. Наверху намного больше, их около 10 или 12, наверное. Есть еще 2 кафе тоже внизу. Один больше такой, как бистро, столовая. То есть ты сам можешь там выбрать, что ты хочешь, и потом на кассе оплатить уже. Что еще? Сейчас покажу вам, может быть, как здесь оплачивать парковку. Обычно только монетами, франками. Мы, конечно, их не меняли, это не очень удобно наличными, поэтому приходится платить через приложение, через app. Это намного удобнее, особенно в нашем случае. Вот. Здесь еще могу показать вот эти вот горы, мне очень нравятся. Сейчас покажу другие подъемники. Не знаю, насколько хорошим получится видео без штатива. А я одной рукой иду, качу коляску, другой телефон. Но посмотрим. Будет такой лайф у нас немного. Конечно, со стороны это все так классно, когда ты взял, через 1,5 часа ты в Швейцарии, приехал покататься на лыжах в Альпах с детьми, все так классно, погода солнечная, тут наконец-то можно надеть солнечные очки, наслаждаешься видами. Но это все далеко не так легко, конечно, потому что с 2 детьми это так себе отдых. Отдыхом это особо не назовешь. Это очень ранние утренние подъемы. Мы не встаем тут в 10 утра, чтобы потом к 12 сюда приехать или в час. Это малыша тоже надо рано поднимать. Это в 6 утра мы уже встаем, в 7 утра мы уже выезжаем. Чаще всего Себастьян спит. Потом, конечно же, он может поплакать как раз перед тем, как нам доехать. Осталось минут 10. Потом ты ищешь парковку, которую никак не можешь найти. Потом все выходят. Я еще дальше езжу, ищу места. Почти, не знаю, наверное, 30 минут сегодня ездила, искала нам парковку. Вот, ну, конечно, наконец нашла. В это время ребенок сидит в машине, он плачет. Так что тоже такой себе опыт. Но без этого никак, или так, или ты просто сидишь дома постоянно. Поэтому жаловаться не будем, наслаждаемся видами. Вот. Ну и мы приехали, приучаем самого младшего почаще ездить. Мы стараемся каждые выходные куда-нибудь выезжать, чтобы он привыкал ехать в машине, чтобы для него это было несложно. И вот сейчас у нас обычно дорога занимает больше, чем 1,5 часа, даже где-то 1:40, 1:50. Он уже достаточно хорошо ездит. 1,5 часа он спокойно сидит и поспит, и потом может посидеть. Может немножко поплакать, но я начинаю его потом развлекать, что-нибудь, давать какие-нибудь игрушки, что-то погрызть. У него сейчас зубы начинают лезть, поэтому я тоже беспокойна такой. Вот. Но зато смотрите, как здесь классно.
используем все возможности нашего переезда. Не зря же мы здесь все-таки. Вы знаете еще, что классно? Мы сюда приехали первый раз на школьные каникулы зимние. Мия попробовала кататься на лыжах, получилось здесь. Вот. И когда она вернулась в школу, они обычно всегда там, в понедельник рассказывают, чем они занимались на каникулах, где они были, что делали. Вот. И мы говорим: ну что, ты сказал, что ты каталась на лыжах, наверное, классно, что тебе сказали? Она отвечает: ну да, у нас почти все катались на лыжах на каникулах. И вот это, наверное, то, ради чего мы сюда переехали. Нам нравятся возможности, которые предоставляет это место. Классно, когда все в классе катаются на лыжах, умеют кататься на коньках, что здесь дети могут спокойно поехать на автобусе со школы, например, все вместе кататься на лыжах. Что это для них ничего необычного, знаете. Вот там дальше тоже небольшой подъемник. Все катаются. И тут такая небольшая дорожка в снегу тоже. Можно пройтись горки, и там еще с санками покататься. Но мне с коляской не очень удобно туда идти, поэтому гуляю пока здесь. Потом Себастьян проснется, мы пойдем наверх, посмотрим, где там Мия с вами катается. И поснимаю вам немножко там, покажу, как все там выглядит. Да, оплачивать парковку, конечно, обязательно, потому что вот уже, например, ходят, вешают штрафы. Здесь они с этим не медлят. Но, конечно, намного дешевле оплатить парковку, чем потом получить штраф. Кстати, цены здесь на парковку, несмотря на то, что это Швейцария, не такие уж и высокие. Сейчас мы подойдем к такому паркомату, я покажу, вы сами увидите. Вот такой паркомат. Обязательно нужно свои номера автомобиля вводить. И смотрите, до 4 часов парковка стоит всего 5 франков, а с 4 до 10 часов 8. Это, я считаю, прям очень дешево. А мы оплачиваем через EasyPark, вот этот, через app. Тоже очень удобно, в любой момент можно продлить. Виды, конечно, шикарные здесь, даже внизу на парковке. Вот такой автобус ходит снизу наверх. То есть, если наверху нет места, можно припарковаться где-нибудь пониже и на таком автобусе спокойно доехать прямо до подъемников. Здесь подъемники такие обычные есть, как Sessellifт и большие с кабинками. Тут же Интерспорт, где в прокат можно взять все вещи необходимые или лыжи. Но в основном, конечно, все приезжают уже со своими, так намного проще и дешевле. Там прямо уже выход на подъемники, ресторан, бар. Здесь у нас... Тут есть такие ступеньки, на них можно посидеть, отдохнуть, может чай попить. Небольшая станция вот такая со всякими инструментами, чтобы свои лыжи может подправить, подкрутить. Интерспорт, как я уже показывала. И сейчас можем здесь посмотреть с вами цены на аренду. Собственно, вот. Так, на день. Делай фокус. На день лыжи 65, ботинки 23, шлем 16. Детские от 7 лет, это для Мии, например, 23 лыжи или сноуборд, обувь 17, шлем 11. Так, проснулся наш малыш. Мы поднялись наверх. Хотела показать вам здесь все. Тут все спускаются на лыжах уже. Небольшой ресторан. И здесь открытый лифт с одной стороны. Людей достаточно много сейчас, видите, с такой стороны. И здесь тоже есть закрытые кабинки. И вот там подальше такие небольшие платформы, где можно учиться кататься на лыжах. Там новички и очень много детей. Вот такие тут совсем небольшие дорожки для подъема. Для детей очень удобно, например, учиться. И можно спускаться, учиться. О, Мия едет, руки подняла. Класс! Такая довольная. И следующая чуть-чуть подлиннее.
После лыж мы часто ездим в бассейн. Обычно выбираем самый ближайший. До этого ехать максимум 5 минут, но нам здесь очень нравится вид, во-первых, то, что можно смотреть на лес, снег. Сам бассейн очень небольшой, но зато здесь людей очень мало. И тут потрясающий вид отсюда. Такая тарзанка есть. Где-то 2 часа провести вполне приятно. А после лыж мы очень часто ездим в бассейн. И что мне здесь нравится, это вот этот вид. Здесь же катаются на лыжах, а с другой стороны купаемся. Но я не буду показывать, чтобы не показывать людей. Хотела показать вам вид из бассейна. Вот это один. Вот такие гигантские окна в пол. И вот там второй вид на подъемнике тоже сразу.